Всем привет! Я продолжаю создавать тюнячки на компрессорную Audi A6. И сегодня я буду делать систему охлаждения впуска, а точнее модифицировать интеркулеры, водяные интеркулеры этой машины. Владелец этой машины поставил тюнячие шкивы на компрессор, поднял давление, увеличил производительность системы наддува. И после этого, конечно же, поднялась температура на впуске. И штатная система охлаждения впуска не справляется со своей задачей, и ее приходится модифицировать. Первое, что мы сделали, это поставили радиатор на охлаждение интеркулеров увеличенного размера. Потом мне пришлось его модифицировать, то есть сделать из однопоточной системы трехпоточную систему. Это, конечно, дало результат, но хочется еще более лучший результат. Температура на впуске упала, но надо, чтобы она упала еще. Мы сделали новый резервуар для охлаждающей жидкости компрессора. Тоже увеличенного размера. Теперь жидкости в системе стало намного больше. Это тоже дало свой плюс в охлаждении интеркулеров. Но и это мало. Следующим шагом будет модификация самих интеркулеров, а точнее системы прохода через них воды. Сейчас этот интеркулер состоит из двух радиаторов, через которые проходит воздух. Этот воздух охлаждается водой. И вход-выход в этот интеркулер находится с одной стороны, то есть вода охлаждением заходит в один вход, и проходит по радиатору. Воздух в это время охлаждается, но эта же вода поворачивает и проходит через другой радиатор, уже нагретая первым радиатором, и выходит через выход. Мы хотим модифицировать эту систему, сделать вместо входа-выхода два входа или два выхода. Это зависит от того направления, которое мы выберем впоследствии. И на другой стороне сделать выход или вход. Ну, в общем, сделать его проточным в одну сторону. То есть вода будет протекать в одном направлении и не будет два раза нагреваться. Это еще должно увеличить эффективность системы охлаждения воздуха. Таких интеркулеров на этой Audi 2. Ну и, в общем-то, оба мне предстоит модифицировать. Для этого надо сделать на обратной стороне закладную под фитинг. Из-за того, что места очень мало, и расположить фитинг там боковой, угловой практически невозможно, мы решили использовать банджо болт и, соответственно, боковой 90-градусный отвод от него. Вот такой банджо болт. В районе дросселя вообще расстояние нулевое, поэтому нам пришлось модифицировать и сами банджо-болты, то есть уменьшить их до предела. Вот шляпка укорочена, наверное, в 2 раза. Сам фитинг, плоскость срезана прям за подлицо с плоскостью отвода. Ну и закладную мне придется вваривать практически на нулевую поверхность, то есть практически за подлицо. Что очень неудобно, что очень неприятно, потому что металл тонкий, расстояние до сот, как говорил, уже маленькое, и фитинг на полной, закладная под фитинг на полной своей длине не входит в танк, в резервуар. Поэтому придется еще ее подрезать. Токарочки у меня нет, придется делать все вручную. И даже сверлить эту штуку придется странным образом, потому что сверло может повредить соты, поэтому придется как-то модифицировать коронку. Скорее всего, придется срезать сверло по это дело, чтобы она не повредила сверлом соты. Ну, в общем, одни заморочки, которыми я сейчас, собственно говоря, и займусь.
Я надеюсь, что у меня все получится. Я думаю, первым придется что сделать, это просверлить центральное отверстие, там, где будет проходить коронка. Потом рассверлить или расфрезеровать это отверстие, сделать закладную, укоротить ее, ну и, в общем-то, попробовать все это сварить. Так, ну, в общем, без всяких токарных станков, с помощью, как обычно, болгарки и какой-то матери, получились у меня вот такие закладные. Они короче, чем оригинальные намного. И теперь можно приступить к самому ответственному моменту, а именно к их приварке. Плоскость меньше я уже, в принципе, не могу сделать. Я хочу попробовать сварить так, чтобы не повредить поверхность прилегания фитинга, чтобы потом не надо было делать фрезеровочных работ. В принципе, это проблема небольшая, но зажимать этот радиатор во фрезерном станке не очень хочется. Ну, в общем, попробую сначала приварить так, чтобы не повредить. Если не получится, значит, будем фрезеровать. В общем, вся заморочка вот такая. Места здесь до танков очень мало. Так что придется укорачивать и банджо-болт тоже. Но это отдельная песня. Это будет дальше. Сейчас сначала попробую приварить. Ну, а там уже посмотрим, как это все получится. Блин, ну так как это алюминий, надо обработать его максимально хорошо.
Наверное, буду четверочкой все это делать. Места очень мало. Чтобы шовчик был очень маленький. Такс. Блин, когда же мои перчаточки придут-то? Как же мне за все это зацепиться? Попробуем так. Так, переменка. Ну что, будем пробовать. Ну что, понеслась? Да, все равно я выхожу на эту плоскость. Хочешь не хочешь, а задеваю ее. Обидно. Значит, придется все резервовать. Ничего не поделаешь. Сейчас сделал подачу газа чуть поменьше. Блин, куда-то камера убежала. Ты вообще что-нибудь снимаешь? Долбаная камера. Продолжим. Так. Тут поаккуратнее получилось. Это для опоры, чтобы не висеть в воздухе. Так, дальше попроще. Стремно, руки трясутся.
Та-дам! Я ее победил. Какой я молодец. Молодец, молодец. Ну вот, все аккуратненько получилось. Чуть-чуть с одного края. Я заехал, конечно, но это прям не по плоскости. Я думаю, можно будет чуть-чуть подснять. Так в целом что-то получилось. Здорово. Круто, тень. Болтик еще закручивается. Надеюсь, плоскость не увело. Ладно, пусть остывает. Надо сделать фоточки. Вот такой новый интеркулер. С новым выходом или входом. Ну, может быть, шовчик можно было еще поаккуратнее сделать, но в целом симпатичный довольно-таки. Так что вот такая хрень. Ладно, делаю фотки. Так, ну вот такие получились интеркулеры. Вот один, вот второй. Правый и левый. Расстояние от поверхности бачка до края фланца минимальное, минимально возможное, чтобы оставить плоскость для банджи-болта без фрезеровки. Хотя надо будет еще это проверить. Опрессовывать я их сейчас не могу. У меня нет на эту сторону ни одной штатной трубки. Поэтому придется просто пролить их жидкостью, типа бензина или растворителя, какой-нибудь хорошо текучий. Так, ну, варил я основание примерно миллиметр толщиной алюминий. Фланец к нему, конечно, чуть потолще. Вся сварка шла на токе, честно говоря, не знаю каком. На этой камере должно быть видно аппарат и все действия, которые я с ним производил. Ну, скорее всего, ток в районе 50 копейками ампер. Варил я наконечником из вольфрама диаметром 2,4 миллиметра. Керамическое сопло 4. Так, ну и кому будет интересна настройка аппарата, ну вот такие были параметры. Ничего особенного, все в среднем довольно положении. Баланс был средний. В общем-то, на этом текущая моя работа будет закончена. Дальше мне предстоит сделать еще хитрую вещь. Это повторить вот такие трубки. Это, соответственно, как бы вместо одиночной магистрали тонкой будет толстая и расходно двойные, 2 входа, 2 выхода. Но об этом я расскажу дальше. Ну, а вы же пишите в комментариях, что понравился ли вам этот рассказ. Стоит ли снимать такие рассказы чаще, потому что обычно такой весь процесс, он уходит в мусорку, в помойку. Даже если я что-нибудь снимаю, я потом это не выкладываю. Если интересно, если вам это интересно, пишите в комментариях, ставьте там единичку, плюсик, что-нибудь позитивное, если делать такие видео. Ну и минус, еще что-нибудь в этом роде. Слова нет, если не делать больше такие обзоры. Ну, а на этом на сегодня я закончу свой рассказ. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока. Ля-ля-ля, ля-ля.